Бульба или псевдобульба, псевдолуковица или по-научному туберидий. Что вы знаете о симподиальных орхидеях? К какой группе эпифитов относятся симподиальные орхидеи и почему у них такие тонкие корни? Откуда появляется новый побег очередного цикла развития симподиальной орхидеи? И что такое пазушная почка? 2 месяца на адаптацию в домашних условиях при переезде из Европы в Азию. Каких сюрпризов можно ждать от орхидеи? Сегодняшнее видео будет очень разнообразным, ведь мы увидим посадку симподиальной орхидеи зрительницы канала и работников ботанического сада при МГУ. Привет, друзья! Я очень рада новой встрече с вами на канале «Классика орхидейного жанра». Это видео целиком и полностью стало возможным исключительно благодаря поддержке и вкладу в развитие зрительницы канала. Но давайте обо всем по порядку. Ровно 2 месяца назад я получила посылку из Москвы от Марии Золотовой с 2 орхидеями к дню рождения канала. Именно об этих 2 орхидеях пойдет речь в сегодняшнем видео. Я покажу вам, как я адаптировала эти орхидеи к своим домашним условиям, как пересадила их и в какой стадии развития они находятся на данный момент спустя 2 месяца. Что общего между этими 2 растениями, не считая того, что это орхидеи? У обеих этих орхидей, несмотря на то, что одна из них мильтония, а другая котлея, один и тот же тип ветвления побегов. И если у всех нам известных фаленопсисов моноподиальный тип ветвления побега, то у этих орхидей симподиальный тип ветвления побегов. Корни этих орхидей тоже значительным образом отличаются от корней фаленопсисов и ванд. Они тонкие, хрупкие и не способны запасти достаточное для растения количество воды. Обе эти орхидеи относятся к протоэпифитам или гемиэпифитам. Своеобразными резервуарами для накопления питательных веществ и воды служат мясистые туберидии. Более упрощенно эти резервуары называют бульбами, псевдобульбами или псевдолуковицами. А ведь и вправду туберидии мильтонии сансет очень похожи на своеобразные луковицы. Мария специально разделила свою мильтонию и одну часть разделенной орхидеи отсадила для меня, для того, чтобы весной в теплое время года отправить ее в подарок. Молодое отделенное растение было посажено в миниатюрный горшок диаметром 9 см и на фитиль. Поскольку в момент получения посылки орхидея находилась в стадии активной вегетации, то есть у нее рос новый побег, я решила орхидею пересадить. И прежде всего для того, чтобы новый побег смог укорениться уже в новой посадке. Пересадку я решила делать методом перевалки, ведь я была уверена, что Мария осуществила посадку молодой орхидеи по всем канонам канала «Классика орхидейного жанра». Давайте посмотрим, какие компоненты субстрата использовала в посадке Мария и какие буду использовать я. Итак, основу субстрата составляет кора хвойных пород деревьев. На дне посадки можно рассмотреть мелкую фракцию пеностекла. Кроме того, присутствует небольшое количество мха и кремневит. Кроме того, в посадке обосновалось растение-спутник. Трава уже прорастила корни до дна посадки, создавая этим своеобразные естественные фитили для корней орхидей. Я решила произвести пересадку самым щадящим способом. Я сохранила абсолютно все из прежней посадки, включая фитиль и его размеры. Я только взяла горшок диаметром на 3 см больше, диаметром 12 см. Не вынимая фитиль из корневого кома, я продела его
вентиляционное отверстие снизу горшка. Горшок для пересадки взяла пластиковый и прозрачный, хоть для симпозиальных орхидей это абсолютно не принципиально. А вот вентиляционные отверстия в дне горшка и по стенкам горшка любого вида и для любого вида орхидей принципиальны, ведь все вы уже знаете, что корни орхидей должны не только пить, но и дышать. Глядя на посадки зрителей, я очень часто вижу одну и ту же ошибку. При пересадке вновь купленной симпозиальной орхидеи она размещается по центру горшка, а это в корне неправильно. Размещать орхидею в новом горшке нужно так, чтобы старые бульбы находились вплотную к задней стенке горшка, а для роста новых побегов оставалось как можно больше свободного места. При этом нужно помнить, что горшок не должен быть слишком большим, в нем должно быть место всего лишь на 2 новых побега. Помните, что новый горшок не должен быть слишком большим, его размер должен соответствовать размеру корневой системы орхидеи, а не размеру ее листовой массы. Лучше несколько раз перевалить орхидею из маленького горшка в больший по мере роста растения, нежели допустить порчу субстрата. Помните, большие горшки, не соответствующие размеру корневой системы растения, это большое зло, как для орхидей, так и для других растений. Посмотрите, корень нового молодого побега уже будет укореняться в новом горшке и в новой посадке. О том, какой субстрат использовать и какой субстрат использую я, есть отдельное видео на канале. Ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. В этом видео я лишь в очередной раз напомню вам, что орхидеи любых видов можно выращивать в чем угодно и даже абсолютно без всего, то есть в пустых емкостях. Здесь вопрос лишь в том, сколько времени вы готовы посвятить уходу за орхидеями. И еще один важный принцип, который поможет вам правильно подобрать субстрат. Чем крупнее орхидея, тем крупнее должен быть субстрат для посадки. И наоборот, чем меньше и мельче орхидея, тем мельче должен быть субстрат. Для посадки симпозиальных орхидей я обычно использую кору хвойных пород деревьев очень мелкой фракции. Я ее называю кора как семечки. Для увеличения влагоемкости субстрата могут быть добавлены самые разные влагоемкие компоненты. Чаще всего я использую мох и кокосовые чипсы, а для разрыхления субстрата и для увеличения его воздухопроницаемости пенопластовые шарики и кокосовое волокно. Такой сборный субстрат и фитиль в посадке не дают тонким корням симпозиальных орхидей пересыхать. Еще раз внимательно меня послушайте и запомните, корни молодых орхидей пересыхать не должны. Никакие просушки в период активного роста молодых растений недопустимы. И в подтверждение моих слов давайте посмотрим, как посадили молодую котлею работники ботанического сада при МГУ. По всем внешним признакам это очень молодое растение сразу после деления. Котлея посажена в очень вентилируемую корзинку. Я решила пересадить маленькое растение по тем принципам, которые удобны мне в моем уходе. У меня получилось своеобразное безотходное производство. Я взяла именно тот горшок, в котором была посажена мильтония, и посадила в него котлею. Новый горшок, в который я планировала посадить растение, был чуть больше корзинки, в которой растение пришло в посылке. Напомню, горшок диаметром 9 сантиметров, но этот горшок оказался слишком большим для того, что я увидела после того, как вынула растение из корзинки.
У молодой котлеи практически не было корней, не считая тех, которые только-только начали отрастать. Сейчас летом та самая пора, когда активнее всего приобретаются растения через интернет, и новички всегда пугаются, когда получают симпозиальную орхидею абсолютно без корней. А пугаться этого совершенно не стоит, если помнить о том, о чем я рассказывала в начале видео, о физиологии симпозиальных орхидей. Итак, главное, что вам нужно запомнить, это запас питательных веществ и воды у симпозиальных орхидей сосредоточен в туберидиях, псевдолуковицах или псевдобульбах. У котлей с толстыми и кожистыми листьями запас питания и воды сосредоточен также в листьях. Именно за счет этих запасов, даже будучи абсолютно без корней, котлея найдет в себе резервы, чтобы вырастить новый побег и уже с него укорениться. Поэтому первичная временная посадка орхидеи без корней должна быть направлена именно на рост новых корней у нового побега. Посмотрите, какой субстрат использовали работники ботанического сада при МГУ для достижения этих целей. В качестве основы субстрата используется кора, которую корой сложно назвать, скорее это труха или отходы от коры. В верхней части посадки в местах предполагаемого выхода корней используется мох сфагнум. А со стороны старых бульб используется воздухопроницаемое кокосовое волокно для повышенной вентиляции посадки. И никакой крупной коры, весь субстрат рыхлый, мелкий, воздухопроницаемый и очень влагоемкий. Не бойтесь влагоемкого субстрата, бойтесь неправильных и нефизиологичных условий для содержания орхидей. При таком маленьком количестве корней выбранный мной горшок оказался слишком большим, и нужно было принимать определенные меры. Лишнее свободное пространство, инертное к воде, я решила заполнить пенопластом, который сыграл для меня еще одну важную функцию. В этот пенопласт на дне горшка я воткнула палку, которая сыграет для орхидеи роль фиксации в посадке. В дальнейшем к этой палке я буду крепить или фиксировать в пространстве новые побеги и новые туберидии котлеи для того, чтобы они росли в четко заданном мной положении и котлея не выглядела неопрятной. Итак, на дне большой кусок пенопласта, в него воткнута палка. Зрелые туберидии котлеи прижимаем к задней стенке горшка, туда, где палка. Спереди от молодого побега должно остаться свободное место еще на 2-3 новых побега, не больше. Поскольку и эту пересадку я производила методом перевалки, свободного пространства в горшке практически не оказалось, и я заполнила его тем же самым подготовленным субстратом, что и для предыдущей орхидеи. Мелкая кора, кокосовые чипсы, кремневит, резаный мох, верх посадки задекорировала живым мхом. Вот такая посадка получилась в итоге, о чем я еще не сказала. Конечно же, и эту орхидею я посадила на фитиль. Именно фитиль в посадках моих орхидей, его толщина и качество позволяют поддерживать субстрат в разной степени влажности. И именно благодаря фитилю мох сверху посадок моих орхидей растет. Ну и, конечно, мох на поверхности субстрата так красиво растет благодаря регулярным и ежедневным опрыскиваниям не только моих фаленопсисов, но и всех, абсолютно всех видов орхидей у меня дома. Давайте еще раз посмотрим, как выглядели обе орхидеи 2 месяца назад, ведь я произвела пересадку сразу после получения орхидей. А теперь посмотрим на обе орхидеи спустя месяц и спустя 2 месяца после получения их в посылке.
Спустя месяц стало понятно, что котлея приняла новую посадку очень благосклонно. Те корни, которые были при получении, устремились к дну посадки, и появились новые корни от молодого побега. Я в очередной раз утвердилась в том, что все сделала правильно. Новый побег укоренится в новой посадке. Именно эти корни молодого побега будут питать все растение, несмотря на то, что изначально у старых туберидиев не было корней. Мох на поверхности субстрата за месяц тоже прижился и начал расти. В основании нескольких туберидиев набухли пазушные почки. Именно из них в дальнейшем будут образовываться новые побеги. С ростом новых корней туберидии начали заполняться водой и питательными веществами. Они налились и стали выглядеть совершенно иначе. Я решила фиксировать развитие двух этих орхидей ежемесячно в определенный день. Каково же было мое удивление, когда через месяц я увидела у Мильтонии вот это. Я протерла глаза, раздвинула листья и удостоверилась. Это действительно цветонос. Перелет из Европы в Азию, пересадка, адаптация в новых условиях и цветение. И все это в течение месяца. Все это лишний раз доказывает, что адаптация прошла успешно, а Мильтонии у меня дома очень понравилось. Постоянные участники канала «Классика орхидейного жанра» в Telegram знают, что май и июнь до середины хорошей погодой Владивосток не баловали. На тот момент у меня создалось впечатление, что все орхидеи замерли в ожидании теплых и солнечных дней. Посмотрите, как хорошо видно набухшую пазушную почку у основания туберидия котлеи. Она вот-вот готова пуститься в рост. А вот эта же самая почка спустя еще 10 дней. Кроющие ткани почки разорваны, и из нее появился новый побег. Обратите внимание, у левого туберидия тоже есть набухшая пазушная почка в основании. Таким образом, у котлеи начался новый виток вегетации с новым активным ростом побегов и корневой системы. Посмотрите, какой активный корневой рост и сколько корней у орхидеи, которая еще 2 месяца была практически без корней. А ведь ничего сверхъестественного для этих орхидей не делалось, только правильные условия содержания и физиологичный уход. И если вы еще ничего не знаете о том, как содержать орхидеи без химии и химически синтезированных препаратов, присоединяйтесь к этому каналу и изучайте плейлист «Целебные снадобья для орхидей». У Мильтонии в течение месяца после обнаружения цветоноса формируются бутоны. Их уже можно посчитать. Их 5. А это значит, что уже совсем скоро мы будем любоваться первым домашним цветением Мильтонии Sunset. Вот такая динамика развития обеих орхидей и результат за 2 месяца пребывания дома. И если вы хотите получить подобные результаты, поверьте, в этом нет ничего сложного. Достаточно тщательно изучить плейлист «Прочие виды орхидей». И если вы решили присоединиться к каналу, на котором не используются химически синтезированные препараты, смело нажимаете на кнопку «Подписаться». А я еще раз и от всей души хочу поблагодарить всех тех зрителей и участников канала, которые помогают делать этот канал лучше, интереснее и активно участвуют в его развитии. Обе Мильтонии, а точнее Мильтония и Мильтониопсис, которые есть у меня дома, подарены мне зрительницами канала. К чему это я?
Сегодня 14 июня. Именно в этот день, 20 лет назад, был учрежден Международный день блогера. И я могу со всей уверенностью сказать, что этого блога не было бы, если бы не вы, мои дорогие зрители. Не забудьте поздравить с праздником своих любимых авторов. А если у вас остались вопросы по содержанию симподиальных орхидей, их вы можете задать в нашем телеграм-канале, который так и называется «Классика орхидейного жанра». Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного.